Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня у нас обзор на удобный кейс для хранения и переноски паяльника Knirsi HS02 со встроенной подставкой. Я рассмотрю достоинства и недостатки этого бокса. Обзор паяльника Knirsi HS02 у меня есть на канале. Ссылку я оставлю в описании. Если вам интересно видео про электрику и электронику, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Благодарен вашим лайкам и репостам. Бокс упакован в характерном для Knirsi стиле. Его в такой упаковке можно подарить владельцу паяльника Knirsi HS02 на день рождения или другой праздник. До этого паяльник продавался в таком боксе, который не очень удобен. В этот же бокс вмещается почти все, кроме блока питания и шнура. Вынимаем бокс. Вот такая солидно сделанная подставка из жесткой пластмассы. Вот я ее пытаюсь прогнуть. Форму она хорошо держит. Сверху пленка, которая закрывает темное стекло. Давайте ее снимем. Я думаю, стекло носит чисто декоративный характер. Если вы считаете по-другому, напишите об этом в комментариях. Снизу находятся резиновые ножки, а тут выход припоя в виде проволоки. Открываю бокс. Тут место для 5 жал. Вот это стекло. Оно почти непрозрачное. Сюда устанавливается паяльник. Тут катушка с припоем, которая удерживается магнитной защелкой. На этом отверстии для припоя также магнитная защелка. Тут подставка для паяльника, вылитая целиком из металла. Скорее всего, дюралюминий. Тут место, где можно почистить паяльник. А это место для канифоли. При желании эту всю конструкцию можно вынуть и использовать это место для других мелочей для пайки. Если нужно поменять наполнитель для чистки паяльника, то это легко сделать, вынув эту металлическую пластину. Я эту конструкцию оставлю, ставлю на место. Вот я уложил свой паяльник в бокс. Это паяльник Knirsi HS02A. На него я этот бокс и заказывал. Для паяльников Knirsi HS02B этот бокс немного отличается. У него другие размеры держателей для жал паяльника. В остальном они схожи. Сам паяльник хорошо держится с колпачком благодаря фиксатору. Так как в расширенную комплектацию входит одно стандартное и 5 дополнительных жал, то одно жало всегда вставлено в паяльник. Давайте посмотрим, как этот бокс будет выглядеть во время пайки. Вот мы подняли подставку для паяльника. Она поднимается довольно жестко и будет хорошо держать паяльник. Здесь отверстие для охлаждения жала паяльника. Пластину вынимаем и вынимаем припой. И ставим пластину на место. Ставим паяльник, и у нас все готово к пайке. Мне нравится, что паяльник довольно жестко держится, как в паяльной станции. И удобно пользоваться припоем. Нужно другое жало. Они все под рукой. Сразу видна заточка, взяли и заменили. Закончили паять, смотали припой, закрепили конец магнитной пластиной. Сложили паяльник и вставили в держатель. Опустили подставку паяльника. Мы можем бокс закрыть и идти на другой объект. Благодаря колпачку паяльника не обязательно ждать полного его остывания. А если закончился припой, то можно катушку вынуть и на нее намотать новый припой. Все сделано довольно практично, и пайка будет приносить больше удовольствия. Лично мне такой бокс очень понравился. С ним набор паяльника выглядит более профессионально и им удобнее пользоваться.
намного удобнее, чем матерчатый бокс, который ранее входил в комплект. Я теперь буду пользоваться только им. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ссылку, где я заказывал этот бокс, я оставлю в описании. Поделитесь видео с теми, для кого эта информация актуальна. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.